Друзья, всем добрый вечер, здравствуйте. Добро пожаловать на Render Camp. Меня зовут Данил, фамилия моя Нагаец. Надеюсь, меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсы в чат и будем начинать. Сегодня наше занятие будет касаться настройки рендера V-Ray. Работать мы будем в программе 3D Studio Max версии 2016. Работать будем в V-Ray 3.4. И основная наша тема сегодняшнего занятия – это настройка и работа именно с V-Ray Progressive Image Sampler. Я думаю, что многие из вас уже сталкивались с этим рендером вернее, с этим алгоритмом, и я так предполагаю, что обратили внимание, что там всего-то 5 настроек. Собственно говоря, ничего сложного, о них я расскажу, это не самое сложное. Самое интересное, что таится, хранится внутри. Конечно же, рассматривать V-Ray Progressive Image Sampler вне разбора какой бы то ни было сцены абсолютно смысла нету, и мы будем настраивать полностью весь свет. И, как я говорил, мы настроим не просто свет, а сделаем это двумя вариантами. При помощи HDRI карты и при помощи обыкновенных стандартных плейнов. Мало того, я немножко задену тему освещения, немножко задену настройки, ну и, собственно говоря, некоторые фишки, нюансы, которые я за последние некоторое количество месяцев для себя нашел и которыми очень горю и хочу поделиться с вами. Надеюсь, это будет полезно, вне зависимости от того, будете вы смотреть это сейчас онлайн, либо смотрите в записи. В любом случае это будет в плюс. Да, этот вебинар будет в записи. Собственно говоря, вот. Все, можем начинать, ничего сверхъестественного у нас нету. Текст. Работать мы будем с вот такой сценой, вернее с этим рендером. Я этот рендер считал именно на Progressive Image Sampler, честно скажу, это был один из первых коммерческих проектов, которые я работал, по которым я работал с V-Ray Image Sampler. Вот. Надеюсь, с этим будет все понятно. Так, друзья, надеюсь, экран уже запустился и никаких приключений у нас нету. Да, поставьте единичку, если все окей. Супер. Я так предполагаю, что если будут какие-то проблемы с трансляцией, в первую очередь рекомендую перезагрузиться. На вопросы в чате я буду отвечать, наверное, отвечать не буду, я буду на них отвечать после основного занятия. Основное занятие продлится примерно час. Друзья, у меня к вам просьба, если кто-то чего-то не слышит, там и пишет в чат, напишите ему то же самое, чтобы он перезагрузился, чтобы я просто не тратил на это время. Вот. Основное занятие продлится где-то час, и какое-то время, я думаю, что минут 20-15 мы уделим ответам на ваши вопросы. Возможно, у вас возникнут какие-то вопросы и так далее. Ну что ж, должен сказать, что в этой картинке довольно-таки мало постобработки, чуть-чуть цветокоррекции и чуть-чуть контраста. Почему мало? Потому что в V-Ray есть собственная система постобработки, но об этом я тоже расскажу, покажу и так далее. Работать мы, как всегда, будем, начиная с чистого макса. Вот. Абсолютно чистый. Давайте сделаем reset. И сделаем импорт, merge. Зайдем через рабочий стол. Я здесь вот подготовил файлик, вот, и я загружу абсолютно все в данном случае элементы, которые здесь есть, вне зависимости и камеры загружу, абсолютно все, абсолютно всю сцену, для того, чтобы работать с честной сценой. Еще одно дополнение скажу.
эта сцена действительно настоящая, реальная, честная. То есть нет такого, что я удалил все в угоду одному ракурсу. Нет, это настоящий коммерческий проект, в котором есть displacement, в котором есть там декор в соседних комнатах, источники света где-то далеко включенные в гардеробе, чтобы впоследствии на батч-рендере это все было. То есть работа абсолютно идентично реальной поставленной задаче. То есть, когда вы настроили вашу сцену и запустили ее на батч-рендер. Пока загружается наша сцена, я гляну, чего в чате. Фризы с картинкой. Скорость передачи картинки зависит от вашего интернета в первую очередь, поэтому надеюсь так. Будет ли запись? Да, уже сказал, запись будет. Я планирую ее выложить, если никаких сверхъестественных происшествий у нас не произойдет. Окей. Загрузилась наша сцена, и так, давайте работать. Сцена, не очень сложная, 5,2, почти 5,3 миллионов полигонов. Давайте я реалистик сразу сменю на Shaded. Вот, здесь у меня есть два источника света, я их сразу удалю, они мне не нужны по одной простой причине, потому что свет мы будем настраивать заново, соответственно, я буду показывать все этапы. Также должен сказать сразу одну важную вещь. Друзья мои, послушайте, пожалуйста, внимательно. Для нас крайне важно понимание того, что на каком этапе работы мы находимся. Очень часто мне задают вопрос, что делать, если вот у меня вот такая вот картинка рендерится, не могу найти настройку, которая отвечает там за что бы то ни было, не имеет значения, то ли высветленная, то ли черная, то ли что-то врезалось, то есть какая-то проблема. Если вы не являетесь гуру визуализации, скорее всего, какая-то одна нажатая галочка вряд ли вам поможет и абсолютно избавит от всех нюансов, страданий и так далее. Поэтому я рекомендую делать это именно так, как я сейчас показываю на этом вебинаре. То есть закинуть всю геометрию, которую вы уже настроили, в чистую сцену, и с этой чистой сценой работать, то есть настройки настраивать постепенно, поэтапно, как буду показывать сегодня я. Вот. Вот такая вот затея. Если, вот я вижу, после перезагрузки экран не появился, скорее всего, у вас не обновленная версия флеш-плеера, но вообще вебинарная комната должна вам предложить его скачать. Если нет, то обновите флеш-плеер. Окей, погнали. Давайте я выберу V-Ray-овский источник света, выберу V-Ray Light. Выберу дом, начнем мы с HDRI карты, это самая простая затея. Вот. И поставим ее в абсолютно любом месте нашей сцены, мы можем ее настраивать где угодно. Здесь мы зайдем в этот источник света, нажмем на Known и выберем V-Ray HDRI. Зайдем в V-Ray HDRI. Вот. Использовать я карту буду одну. Она мне очень нравится, я ее использую довольно-таки часто. Я думаю, что вы ее многие, возможно, знаете. TX. Это 1554 Clear Sun, Clear Sky, Low Sun. Окей. Я возьму EXR5 формат. Вот. Обычно HDRI карты подгружаются довольно-таки долго, то есть это может занять минуту, это может занять какие-то считанные секунды и так далее. Окей, и поехали сразу сюда. HDRI карту я перетаскиваю с инстансом в Material Editor. Окей. Сейчас она подгрузится какое-то время, вернее отобразится, и мы с вами будем с ней работать. Это не все манипуляции, конечно же, с этой картой, которую мы будем использовать. Также мы между домом и HDRI картой положим еще Color Correction, для того, чтобы иметь возможность менять Saturation для этой камеры. Это достаточно важный параметр, поскольку большинство карт делают
изображение, ну, большинство HDRI карт делают изображение оттененными каким-то светом. В этой карте довольно-таки низко расположенное солнце, не довольно-таки, а очень низко расположенное солнце, в результате чего мы получаем ну, довольно-таки оранжевое освещение. Я этого не хочу в данном случае, то есть сценарий данного кадра не предполагает слишком какой-то оранжевый свет. Да и это выходит за рамки коммерческой визуализации, соответственно, я буду это убирать при помощи Color Correction. Грузится карта, это абсолютно нормально, что это занимает какое-то время. Вот. Также мы с вами пройдемся по... я думаю, что мы настроим камеру заодно, так как в новой версии, если я не ошибаюсь, мы еще не корректировали, я не проводил вебинары по настройке света, поэтому это будет достаточно важно. Какой проц, я, честно сказать, не помню, 6700, по-моему, здесь. Ну, давайте потом посмотрим на это. Окей, и давайте загрузилась карта, давайте первый нюанс, который мы сделаем. Мне очень важно понять, где находится солнце, потому что ну, по этой картинке не очень понятно, сама HDRI карта не очень хорошо мне в данном случае отображается. Поэтому я сделаю следующую затею. Нажимаю 8 на клавиатуре, захожу в Environment и перетягиваю эту карту в Background. Выбираю Instance. Вот. Окей. И теперь эта карта находится в бэкграунде. Теперь мне нужно зайти в Shading конфигурация, в Background и выбрать Use Environment Background. Окей. Теперь эта картинка подгрузится у меня непосредственно на мой бэкграунд, вот так вот. Но она пересвеченная, то есть теперь понятно, где солнце, но она, конечно, очень пересвечена. Это too much, поэтому давайте ее немножечко понизим. Я поставлю здесь значение где-то 0.2, 0.1, может быть еще меньше, для того, чтобы посмотреть. Ну, для рендера реально я подниму его, но сейчас понижу. Вот мое солнце. Окей, хорошо, выглядит прекрасно. Важный нюанс здесь. Очень фигово выглядят рендеры, когда солнце светит прямо на окна, это понятно. Поэтому нам нужно выбирать какие-то сценарии, в котором мы будем видеть большое количество окон, вернее большое количество световых лучей на стенах, полу, потолке и так далее. Это максимально, ну, скажем так, сделает наши картинки художественными. В данном случае мы можем немножко повращать эту карту. Вот параметром Horizontal Rotation мы как раз вращаем, получая какое-то значение, которое нас там устроит, заинтересует и так далее. Ну, я думаю, что где-то вот так вот, под вот таким вот углом, примерно 45 градусов, мне будет максимально удобно. Я такое значение и оставлю. Мощность я буду редактировать чуть позже по ходу. Ну, наверное, я изначально поставлю 0.2. Вот. Но реально, в зависимости от настроек камеры, материалов и так далее, этот параметр, может быть, будет полезно корректировать в разлете от 0.1 до единицы, пожалуй, это будет самое оптимальное. Окей, хорошо. Это еще не все параметры, которые мы здесь будем редактировать, но при этом, вернемся мы к ним несколько позже, поскольку я хотел бы показывать этапность наших настроек. Окей, следующее, что мы с вами сделаем, это поставим камеру. В принципе, после того, как мы выбрали направление солнца, нам бэкграунд уже не нужен, поэтому можем его просто взять, отключить. Сделать мы это можем несколькими способами, в нескольких местах происходит одно и то же действие, это не имеет значения, как именно вы его отключите. Еще раз зайдем в Environment Effect и отключим здесь в бэкграунде. Это никак не повлияет на наш рендер, но мне как-то так спокойней. Окей, выбираем
стандартную камеру. Напомню, это 2016 Max и Вираевская камера находится в стандартных. Выберем Physical и растянем ее как-то вот подобным образом. Не принципиально, где именно она будет находиться, мы в любом случае сейчас будем настраивать ракурс. Да, кстати, я должен вам показать, это действительно настоящая сцена со всякими источниками света в гардеробных, с моделями, с декором в спальне, со стеклом. То есть, это действительно реальный проект. Единственное, чего здесь нету, это санузла. Вот, санузел мы по данному проекту не выполняли вообще. Не было такой задачи. Окей. Итак, заходим в нашу камеру, которую мы создали только что. Так, давайте проверим, это она. Да, это она никак не собрана. Топ, фронт, left. Я работаю именно в таких окнах проекции. Я так предполагаю, что где-то здесь расположим нашу камеру. Давайте сразу выберем, нажмем F10 и зайдем, выберем соотношение сторон рендеринга. Давайте V-Ray у нас выбран, все у нас замечательно. Давайте поставим здесь высота 1000, здесь где-то 800, 790, по-моему, классическое такое значение. Если быть до конца откровенным, там по пропорции 769. Давайте 770. Вот так вот будет удобнее всего. Окей. И так как это единственный кадр в этом проекте, который был достаточно предметным, нам нужно будет его снимать с искажением, вернее с меньшим искажением перспективы, то есть изменять параметр focal length, то есть фокусное расстояние, что эквивалентно фокусному расстоянию на реальном объективе фотоаппарата. Давайте попробуем там где-то около 70. Ух ты, даже повезло, с первого раза попал. Честное слово, с первого раза попал, а не запомнил какой-то параметр, который у меня был раньше настроен. Примерно вот такая камера у меня есть. В принципе, можем сравнить ее с той камерой, которая была в оригинале. Вот, первая это оригинальная камера, и последняя это не оригинальная камера. Окей. Чуть-чуть, наверное, сделаю ее пониже. Вот так вот. Хорошо. При выборе ракурса я должен сказать, что нам важно соблюдать композицию. Соответственно, давайте немножко подвигаем так, чтобы рендер выглядел не просто реалистично, еще и эффектно. Напоминаю такой важный нюанс, что ни в коем случае не заламывайте перспективу. Не заламывайте вертикали. Что это значит? То есть не стоит рендерить вот как-то вот так вот. Вернее как. Есть такой художественный прием, безусловно. Но если вы новичок и еще плаваете в этом, то, скорее всего, не стоит этого делать. Скорее всего, выполняйте... тренируйтесь на регулярных каких-то ракурсах, которые более гарантированно будут давать вам художественный красивый эффект. Вот. Окей. Что ж, я думаю, что мы можем с этим начинать. Вот. Параметры камеры давайте еще немножко отредактируем. Я по умолчанию редактирую минимум параметров, честно скажу. Вообще, чем меньше в моем случае, тем лучше. Я редактирую 4 основных параметра, которые присутствуют в реальной камере. В данном случае это focal length, то есть фокусное расстояние. Я об этом уже сказал. Параметр апертуры, то есть f-number. В данном случае, давайте поставим где-то 3,4. Это тоже довольно-таки хрестоматийное значение, очень часто используемое фотографами и так далее. То есть такое как 6,2, 8,0, 11, вот. 1,8, соответственно. При апертуре 3,4 у нас будет довольно-таки сильно размытый бэкграунд и передний план. Соответственно, мы будем получать фокус только на том объекте, на который наведем таргет нашей камеры. Можем сразу это, кстати, сделать. Куда стреляет наша камера?
Вот он, таргет. Ну, давайте выберем на середину стола. Я думаю, это будет логично, уместно и так далее. Окей. Выбираем Select Camera. Меняем Shutter Speed на 1/second. Это как раз и есть реальный параметр из оригинальной фотографии. И Exposure Gain в меню Exposure меняем на мануал и выставляем здесь значение. Это параметр ISO. Классическая, раньше в предыдущих версиях V-Ray это был ISO. Ну, поставим его где-то 200. Вот. White Balance я не трогаю, Daylight и так далее. Должен забежать немножко вперед. Я думаю, что если у нас останется немножко времени, я хотел бы вам еще показать такую штуковину, как работа с Depth of Field. И не просто Depth of Field, а параметрами, некоторыми параметрами боке. Боке это вот, ну знаете, может вы встречали на фотографиях такие, когда источники света выглядят как кружочки такие, да, которые попадают в размытие. Вот это вот, грубо говоря, и есть боке. Этот эффект мы тоже можем генерировать в V-Ray в 3D Max, и почему бы этим не пользоваться. Очень классная затея. Хорошо. Камеру мы настроили, идем дальше в настройки рендера. Тут важный нюанс. У меня очень часто спрашивают, правда, это не там какая-то фраза, у меня очень часто спрашивают, правда, часто спрашивают, просят скинуть настройки V-Ray там, и так далее. И я, честно говоря, очень большой противник этого. По одной простой причине, потому что настройки самого рендера абсолютно никак не повлияют на красивость этого рендера, на эффектность и так далее. На эффектность, красивость и так далее повлияет сам дизайн и свет. Ну, там, во вторую очередь материалы. Вот. Если у вас настроен свет хорошо, если у вас дизайн интересен, ваш рендер будет выглядеть хорошо. Какой бы вы классный свет ни настраивали, какие бы высокие настройки не давали, если дизайн лажа, то ну, чудес не бывает, правда. Ну, картинка будет выглядеть интересно. Ну, вернее, как там, реалистично. Вернее, реалистично будут распространяться фотоны света. Но красивым этот рендер не будет. Поэтому вы должны понимать, что вы должны рендерить еще хорошую вещь. Это абсолютно. Настройки рендера повлияют только на качество самого рендера. То есть на наличие пятен, шума и распространение GI. Ну, в какой-то мере на работу с какими-то там эффектами, да, наподобие контраста и так далее. Но ничего сверхъестественного от настроек не произойдет. V-Ray нам предоставляет один из самых широких спектров настроек Global Illumination, который вообще может существовать. Именно поэтому V-Ray достаточно часто боятся. Вот. Поэтому я покажу, ну, минимальный набор, вернее не минимальный набор, а обязательный набор, который вы должны знать, понимать и с которым должны работать. Окей. Заходим в первую вкладку V-Ray. Еще раз повторюсь, я буду показывать минимальный обязательный набор. Вот. Первое, что мы делаем, нам практически ничего не надо здесь менять. Мы заходим в Color Mapping и меняем тип Color Mapping на Linear Multiply. Готово. Здесь правой кнопкой выбираем Switch All. Ну, можно не All, можно... Ну, давайте All to Expert. Пускай будет так. Вот. Вот он наш Linear Multiply. И Color Mapping меняем на Color Mapping and Gamma. Все. Два параметра. Linear Multiply, Color Mapping and Gamma. Без этого у вас не получится ничего. Вернее как, без Color Mapping and Gamma у вас не получится. Тип Color Mapping мы уже можем тут варьировать. Ну, чем они отличаются и так далее, я рассказывать сейчас не буду, в этом нету смысла. Я обычно пользуюсь либо Linear Multiply, либо Exponential. Этих двух параметров более чем достаточно, как для тестов, так и для финала. Окей. И следующий параметр, который мы с вами настроим, это параметр Global Illumination. Здесь мы выставим Brute Force, вернее Primary Engine мы выставим на Irridence Map. Это более быстрый способ просчета, который позволит вам получать картинку не за часы, а за там, минуты. Ну, может быть, не единицы минут, а десятки минут. Вот.
Друзья мои, я вижу ваши вопросы, на них обязательно отвечу, но давайте после вебинара. Окей. Хорошо. Irradance Map. И далее мы зайдем, пожалуй, в сам Irradance Map. И пресет High мы поменяем на, ну, например, на Low. Вот. Также поставим Show Direct Light. Просто для того, чтобы во время просчета мы видели источники света. Все. Irradance Map, Low, Show Direct Light. И то, Show Direct Light не принципиально, просто мне так удобно. Далее, когда мы будем выставлять финальные настройки, мы, скорее всего, поменяем их на Medium. Я думаю, что нам этого будет достаточно. Но мы тоже должны понимать, что мы должны выставлять настройки от минимума, поднимая их до того момента, когда у нас результат будет нас устраивать. Собственно говоря, все. Окей. Далее зайдем в меню Settings и поставим, это не принципиально, давайте Dynamic Memory Limit поставлю на 0, чтобы позволить 3D Max использовать всю оперативную память, которая у нас присутствует. Ну, Top-to-Button, просто чтобы бакеты бегали интересно. Бакеты будут работать исключительно на просчет Irradance Map в данном случае. Теперь возвращаемся в наш Progressive Image Sampler, собственно говоря, о котором наш сегодняшний вебинар, и об этом будем говорить. Light Cache я не трогал, Light Cache я оставил по умолчанию, он там 1000 сабдивов, этого более чем достаточно и так далее. Все по дефолту, да, то есть это минимум, мало того, мы его и не будем трогать. Теперь, смотрите. У нас здесь есть некоторое количество параметров. Вы обращали внимание, сейчас я немножко, наверное, немножко копну чуть-чуть поглубже. Вы, наверное, обращали внимание на то, что у нас больше нету параметра сабдивов. Вернее как, они у нас есть, но они у нас заблокированы. Да, на источниках света, на материалах. Вот я по умолчанию открываю материал-эдитор, выбираю случайный мат, и вот параметр сабдивов у нас не дает нам его изменить. То же самое в источниках света. Должен сказать, что это классная штуковина. То есть это штуковина, которая облегчает нам настройку, но делает ее более толстой. То есть, грубо говоря, мы даем возможность компьютеру самостоятельно принимать решение, какое количество сабдивов будет на каждом материале, на каждом источнике света и так далее. Об этом я чуть-чуть дальше расскажу. Это как раз и есть работа Progressive Image Sampler. В чем минус? Минус в том, что когда вы совершенно точно знаете, за что отвечает каждый параметр сабдивов, вы можете его точнее настроить и нюанснее. Соответственно, оптимизировать скорость вашего рендера. Вот. Нам с вами, в данном случае не нужна эта функция, поскольку мы используем Progressive Image Sampler. Итак, объясню, что здесь... Почему это так и что это нам дает? Есть 5 параметров, собственно говоря, которые мы будем использовать всего 4. Min subdivs. Что это такое? Это параметр, который управляет минимальным количеством сэмплов, получаемых нашим финальным рендером. Вот. То есть это и есть минимальное количество сабдивов, которое мы могли бы установить. То есть, условно говоря, представим, что на каких-то материалах у нас минимальное значение стоит 1. Вот. И мы даем возможность компьютеру, вернее V-Ray, считать, что здесь это значение может быть равно единице. Вот. Максимальное значение при этом мы устанавливаем 100. Как вы понимаете, min subdivs и max subdivs это две стороны одной медали. То есть минимальное количество сабдивов, которое мы задали, и максимальное количество сабдивов, которое мы задали. Соответственно, мы можем здесь поставить минимальное количество 8,
как было изначально, да, на всех источниках света, материалах и так далее, всегда стояло 8 сабдивов по умолчанию. И максимальное количество там 120. Но, честно сказать, я эти параметры не трогаю. Вот. Поэтому будет так. Далее. Render time. Здесь все очень просто. Это время в минутах, которым мы ограничиваем рендер. То есть теперь мы не ждем полного просчета, как было раньше. Мы можем ограничить время рендера. Теперь мы можем ограничить время рендера, точка. Вот, в минутах. Если мы поставим здесь значение 0, то рендер будет идти бесконечно. Вот, пока 3D Max не посчитает, что наш рендер просчитан полностью. И тут возникает весьма закономерный вопрос. А когда же он посчитает, что рендер просчитан? Так вот, у нас есть такой параметр, как Noise Threshold. Это, грубо говоря, сито, через которое мы пропускаем количество шума. Чем меньше это значение, тем меньше фракция каких-то там песчинок попадает. Соответственно, тем менее шумная картинка. То есть, тем меньше разница между соседствующими пикселями. Вот. Ну, такое довольно-таки простое объяснение. Если мы здесь поставим значение 0, то картинка будет улучшаться до абсолютной чистоты. Вот, то есть пока она абсолютно не будет чистой и так далее. Вот. Реально этот параметр может вот в таком состоянии этот параметр может рендер затянуть достаточно надолго, но как надолго? Пока вся наша картинка не дойдет до значения в 100 сабдивов. То есть с каждым припасом, с каждым проходом у нас будет набрасываться там 1 сабдив на, ну или там квадратичное значение на самом деле выставляется, но это не имеет значения. То есть будет добавляться 1 итерация сабдивов на каждый припас. То есть каждый раз картинка будет становиться чище, 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 пока мы не дойдем до верхнего потолка в 100 сабдивов. То есть если мы поставим здесь значение в 400 сабдивов, соответственно он будет до 400 добивать. Нам столько не надо, мы оставляем так. Render time мы поставим, ну, например, 3 минуты я поставлю, мы сейчас будем делать тесты, поэтому для нас это не принципиально. Текст. Далее есть, ну, лично мне не нужный параметр. Если кто-то из вас пользуется дистрибутив рендерингом, вам этот параметр нужно будет повышать, но для более оптимальной, ну скажем так, для ускорения работы между разными рендер-станциями. То есть, грубо говоря, вы можете объединить несколько компьютеров в один рендер-поток, то есть такой себе комбинацию сделать, вот, которые будут одновременно рендерить одну и ту же картинку, ну вернее не одновременно, а они вместе будут рендерить одну картинку. Соответственно, этот параметр вам нужно будет повышать. Я этим параметром, честно, дистрибутив рендером не пользуюсь вообще. И честно скажу, этот параметр не тестировал по этой же причине. Поэтому умничать не буду и рассказывать, как он работает, тоже не буду. Окей. Собственно говоря, все. У нас настроен рендер. Мы будем повышать параметр render time в конечном итоге. Ну что ж, я думаю, что мы можем начинать и можем сделать первый тест. Посмотрим, как у нас ложится свет, все ли у нас хорошо. Единственное, что я сделаю, это буду настраивать рендер на каком-нибудь сером либо белом материале. Должен сказать нюанс. Последнее время я делаю тестовые рендеры именно на белом материале. Это корректно с точки зрения настройки альбедо для каждого из этих материалов, настройки бликов, рефлектов и так далее. Вот. То есть я выставляю материал 180, и я должен заметить, что это максимальное значение, которое может быть установлено у вас во время вашего рендера. Вот. То есть выше 180, то есть 180 это белая бумага. Вот. То есть выше 180 быть уже не может. Мало того, я рекомендую вам посмотреть значение альбедо для
Это можно сделать в Википедии, где угодно. То есть огромное количество разных статей на эту тему написано совершенно в свободном доступе. И вы можете выставлять этот параметр на 180, тем самым получать самый белый материал. Но, как вы видели по нашей картинке, у нас здесь не белый свет, да, не абсолютно белая картинка. То есть у нас есть какой-то белый потолок, но белая штукатурка, она ниже, чем 180. Поэтому я позволю себе этот параметр несколько занизить, поставить где-то 170 или даже 160, чтобы в конечном итоге просто картинка не получилась слишком темной. Вот. Окей, я поставил в Override MTL. У меня стоит, я напоминаю, у меня стоит один источник света, это дом, больше ничего у меня нету. Вот. Обратите внимание, что у меня все еще присутствуют стекла, да, то есть мы рендерим со стеклами, мы рендерим с дисплейсом, вы видите, вот он здесь есть, мы рендерим с источниками света, которые так или иначе будут затягивать наш рендер. То есть это не оптимальный рендер для этого ракурса. То есть я реально могу сейчас буквально за 2 минуты сделать так, что этот рендер будет проходить раза в 3-4 быстрее ради этого одного ракурса. Вот. Но я такой цели себе не ставлю. Моя цель настроить рендер для всего батч рендера, то есть для всех потоков. Вот. Окей, запускаем рендер. Давайте я еще сделаю одну дополнительную штуковину. Я сниму два ядра я сниму с рендера, для того, чтобы он вебинар не тормозил и так далее. Вот. Первое, что происходит при первом запуске нашего рендера, всегда загружаются карты в нашу оперативную память, и, соответственно, это занимает какое-то время. При последующих просчетах этого происходить не будет. То есть запуск рендера первый раз всегда происходит дольше. Кстати, знаете вы не знаете, то же самое происходит с программами, в том числе 3D Max. То есть первый запуск, холодный запуск 3D Max всегда происходит медленнее, чем все последующие запуски, после перезагрузки компа. Вот. Вот. Собственно говоря, все. Вот, пошел наш слайд кэш. Стекла надо бы исключить из просчета. Давайте сразу это будем делать. Я остановлю рендер. У меня сейчас дом не светит источники света. Давайте, вот у меня есть глаз. Он уже назван 3 восклицательными знаками. Зайду в Override MTL и исключу стекло из просчета. То есть у меня там сейчас будет происходить какой-то световой глюк, но это не имеет значения. Мы все понимаем, что там будет все окей. Все спрашивают, будет ли запись. Да, друзья, запись я планирую выложить. Вот. Я думаю, что достаточно скоро она появится на моем YouTube канале. Друзья мои, я вижу вопросы по сторонним параметрам, про Probabilistic Light и так далее. Должен сказать, что это несколько отдельная тема для разговора. Я ее сейчас не задеваю. Дело в том, что в новом V-Ray выпустили адаптивный способ просчета большого количества источников света. Вот. Поэтому непосредственно самим пробаблистиком мы больше не пользуемся. Грубо говоря, его упразднили. Вот. Но это несколько отдельная тема для разговора. Я думаю, что я когда-нибудь сделаю и на эту тему вебинар, но, скорее всего, несколько позже.
TX. Ну окей, пошел наш рендер. Здесь точно так же. Первый припас идет дольше, чем все последующие, но так как мы рендерим белый материал, вот, рендер идет и так достаточно быстро. То есть уже там на, ну, я думаю, что на 20-м, на 30-м припасе рендер будет уже, ну, не идеально чистым, но достаточным для превью. Грубо говоря, мы видим, да, у нас появились все цвета, которые нам нужны. У нас вот здесь вот есть небольшой пересвет. Мы видим вот в строке Color Flow, да, 1.26, то есть выше единицы мы подниматься не можем, это означает пересвет. Но опять-таки не проблема. У нас мы рендерим на белом материале, поэтому завышать эти параметры я не буду. Как вы понимаете, HDRI сама по себе рендерит, ну, довольно-таки хорошо, но долго. HDRI это, ну, будем объективны, долгая карта. Вот. Долгий способ просчета. Текст. Все хорошо, все рендерится, все супер, но желтым. То есть слишком сильный желтый свет. Мне это не нравится, я хочу получить его более белым. Я думаю, что если вы наблюдали за моими рендерами, вы обращали внимание на то, что мне нравится создавать более такое нейтральное освещение, без каких-то там резких солнечных лучей. Возможно, я когда-нибудь поменяю свое мнение, но сейчас мне нравится так. Я делаю так уже довольно-таки долгое время. Ну, естественно, только про интерьеры я говорю. Поэтому заходим в Material Editor. Вот здесь наш HDRI карта. И давайте кладем сюда стандартный Color Correction, Keep Old Material Submaterial. Вот. И Saturation я понижу где-то, ну, до 0,60. Вот так вот. Ну, вернее, до минус 60. Окей. То есть свет у меня станет более серым. То есть пропадет вот эта вот розовая часть, она мне не нравится. Возможно, для некоторых ситуаций она весьма реалистичная, но при этом, ну, как-то не очень красиво. Плюс это повлияет на отображение материалов. То есть все материалы будут оранжевые. Вот. То есть вы сделаете серую стену, она будет коричневой. Вот. Ну, то есть я не думаю, что это очень круто, поэтому будем работать все-таки с несколько desaturating. Окей, вот уже здесь на этапе Light Cache заметно, что у нас происходит. Почему бы не поставить просто Exponential, чтобы пересветов не было? Маша, классный вопрос. Правда, честно, классный вопрос. Мало того, очень уместный и важный. Объясню почему. Потому что Linear Multiply работает как такой вот прямолинейный парень, да, который вот рубит правду матку, который говорит вот то, что думает, говорит как есть. Вот. Грубо говоря, сколько света вы из источника лупанули, столько вы и увидите в сцене. То есть, грубо говоря, если у вас пересвет, вам Linear Multiply скажет пересвет. Если у вас темно, он скажет темно. При этом Exponential, если у вас пересвет, он скажет: окей, у вас пересвет, но я вам его не покажу, я сделаю все хорошо. И понизит все источники света, вернее, понизит параметры экспозицию, чем убьет для вас контрастность. И в итоге вы получите замыленную картинку, ну как замыленную, не то чтобы сильно убитую, но не такую четкую, какую хотелось бы получать. Вот. Это не очень хорошо по понятным причинам. Вот. Поэтому настраивать изначальный свет намного лучше и эффективнее именно на Linear Multiply. Вот. В конечном итоге, когда вы все уже настроите, вы сможете поставить Exponential для того, чтобы избавиться от пересветов, возможно, в каких-то нюансах и местах. Вот.
ну, то есть на каких-то ракурсах, да, то есть вы же не проверяете абсолютно все пиксели, не доводите до финального рендера. Ну, вы так Light Cache посмотрели, окей, хорошо, вот, хороший ракурс, но на этом ракурсе может появиться какой-то блик, который будет в пересвете, и он испортит вам всю картинку. Так вот, для того, чтобы этого не появилось, можно поставить для финала Exponential, но тесты проводить намного лучше и настраивать свет намного лучше и эффективнее на Linear Multiply. Что такое Reinhardt? Reinhardt — это смесь Linear Multiply и Exponential. Вот. Здесь все очень просто. Вот. Там даже параметр есть такой. Вы меняете Reinhardt, у вас, вот обратите внимание, Linear Multiply и Exponential, у него параметры одинаковые. На Reinhardt параметр, у вас поменялись параметры, и здесь параметр Burn Value. Что это за параметр? Это как раз и есть коэффициент между Linear Multiply и Exponential, где Burn Value равной единице — это Linear Multiply, и понижение этого параметра — это Exponential. Вот. Вот. Окей. Я думаю, что мы можем продолжать. Я вернусь на Linear Multiply. Окей. Что мне нужно сделать дальше? Обратите внимание, что у меня есть здесь вот такой вот свет. Мне хочется его сделать чуть-чуть активнее. Очень часто спрашивают, как сделать HDRI-карту резче. Ну, вернее, как резче. Более контрастной. Вот. Более контрастной ее сделать довольно-таки просто. Мы берем текст. Все окей. Мы заходим в HDRI карту и ставим инверс гамма параметр чуть-чуть поменьше. То есть мы делаем гамму этой карты мощнее. То есть она станет более контрастной. Окей. Я выберу V-Ray Frame Buffer наш. Да, кстати, нам нужно отключить вот эту вот галочку, да, Display Colors in sRGB Space, для того, чтобы реальный свет видеть. Окей. И выберем какой-то вот такой регион, чтобы, ну, на примере его понимать контрастность. То есть всю картинку для этого рендерить нет необходимости. V-Ray Sampler Rate — это как раз и есть тот алгоритм, который помогает прогрессиву понимать, какое количество сабдивов сейчас нужно тому или иному пассу. Вот. У нас стал свет намного активнее. Вот, я немножко сместил камеру нечаянно, ну, я думаю, что это не есть большая проблема. Текст, ну, и давайте сравним. Вот был предыдущий, вот стал настоящий, да? Разница весьма очевидна. Да, только вот здесь мы должны отключить тоже кривые. Вот, вот так. Давайте еще раз. Вот так было. Вот так вот стало. То есть там намного четче тени. При этом у нас появилось больше пересвета. Окей, хорошо. Но пока, опять же таки, я это трогать не буду, потому что рендерим это мы все на белом материале. Окей, хорошо. Теперь я предполагаю, что мы можем сделать первый тест на всем объекте со всеми материалами. Повторяюсь, у меня присутствует displacement, у меня присутствуют сторонние источники света и так далее. То есть время рендера в данном случае не будет являться таким примерным в плане примера. Да? То есть время рендера можно оптимизировать, и мы сейчас еще немножко этим займемся. Highlight Burn в Frame Buffer нет, я не использую, так как он избавляет нас от всего контраста. Вот. А это не очень хорошо. Почему HDRI? В чем преимущество? Есть ли альтернатива? Альтернатива есть, да, и я ее сейчас буду показывать. Ну, вернее, не сейчас, чуть-чуть позже, буквально через 5 минут.
И альтернатива это будет освещение плейнами. И этот способ расчета будет намного быстрее, в разы быстрее. Вот. HDRI очень долго. Да нет, я бы не сказал. Если использовать V-Ray 2, да, это очень долго. Если использовать V-Ray 3 и 4, вот как я сейчас, это чуть-чуть дольше, там, чем обычный рендеринг, как мы сейчас с вами считаем. Вернее, чуть-чуть дольше, чем плейны, я извиняюсь, оговорился. Вот. Текст. Ну что ж, я вижу, что у нас здесь все-таки остаются пересветы. Мы можем выбрать рендер в том месте, куда наведем мышью, и он будет в этом месте считать быстрее, но здесь все равно пересвет на 1,2. Соответственно, будем эту мощность источника света понижать. Окей, хорошо. Заходим в настройку HDRI карты и давайте поставим параметр Override Multiplayer. Ну давайте 0.15. Давайте я выберу регион какой-то, вот такой вот, и отрендерю его отдельно. Вот. HDRI очень долго, Plane намного быстрее, эффекты тоже. Друзья мои, вы должны понимать, что HDRI это карта, которая имитирует купол неба. По большому счету это один большой источник света, который светит на вас со всех сторон. Откуда-то сильнее со стороны Солнца, откуда-то слабее. То есть, да, он считается дольше, и он не шумнее считается. Это, представьте, что вы поставили там большое количество плейнов, да, с абсолютно разной мощностью. Вот. Купол сделали из этих плейнов. Соответственно, понятное дело, что у вас рендер будет идти дольше. Вот. Важен эффект, который вы будете получать от этого рендеринга. TX. Ну вот здесь мы уже почти, наверное, избавились от пересвета. Ну, можно еще немножко понизить. А внизу он все-таки еще остался. Еще давайте понизим. Зайдем сюда и давайте 0.1 или 0.1. Выберу вот такой регион. Запущу рендер. Интерактива таки нет. Интерактив, я так предполагаю, что вы говорите про реал-тайм, он есть, и он есть давным-давно, еще с версии 1.5. Правда, в версии 1.5 он был внешним, то есть нужно было ставить отдельно его. В версии 2, я точно не помню, сколько именно, он появился встроенный. Вот. В версии 3 он, если я не ошибаюсь, появился с функцией GPU, и в версии 3.4 у нас появился Production рендеринг GPU. Вот, то есть сейчас мы можем рендерить финальную картинку на GPU рендеринге. Именно об этом я и буду рассказывать на курсе, на большом курсе, который запланирован на 3 июля. Вы можете на него попасть. Ну, я об этом расскажу чуть-чуть позже. Всем вам будет доступно еще и там специальное предложение на этом. Но об этом я чуть-чуть потом расскажу. Вот. Окей, мы избавились от пересвета. Вот. Хорошо. Замечательно. Собственно говоря, далее дело техники. Работать с разными эффектами. Ну, в данном случае нам нужно сработать с эффектом Depth of Field.
мы его просто включаем. Вот. И как вы понимаете, ну, я думаю, что многие из вас уже работали с 3D Max, вы примерно понимаете, что вы получите. Мы получим размытый бэкграунд, мы получим размытый диванчик на переднем плане, и вся четкость попадет на стол с лампами. Это понятно. Вот. Самый большой нюанс у нас будет на бликующих поверхностях, которые нам дадут боке. Зная уже эту картинку, зная этот рендер-ракурс, я точно знаю, что боке самое вкусное у нас будет вот здесь, на вот этих элементах, вот здесь вот немножко на бликах, но самый прикольный будет вот здесь. Поэтому я позволю себе отрендерить вот этот региончик без использования, просто со включенным Depth of Field, без использования каких бы то ни было настроек боке. А после мы добавим этот эффект, чтобы увидеть разницу. TX. Какая видеокарта? Да, у меня GeForce 970. Правда. GTX, по-моему. Есть у меня планы по поводу перейти на более мощную видеокарту, но, ну не знаю, просто необходимости каких-то особых нету. Вот, итак, мы видим, что у нас появились размытия, но это просто размытие, да, просто они вот разблурены, то есть ничего там сверхъестественного в этом нету. То есть этим эффектом уже давным-давно никого не удивить. Вот, собственно говоря, просчитывается картинка. Давайте еще немножечко подождем. Пускай она чуть-чуть посчитается, хотя бы там 1,5 минуты, я не знаю. Ну, хотя, в принципе, уже и так понятно, что происходит. Давайте остановим рендер. И теперь давайте включим параметр Depth of Field в боке. Ну, вернее, поставим ну, либо Circular, либо Bladed. Ну, мне нравится больше Bladed. В таком случае у нас боке получаются не идеально круглые, а немножко такие с ребрышками. Вот. Хотя, в принципе, на вкус и цвет. Давайте здесь поставим параметр -20. Оптическое виньетирование, ну, где-то 0,2, 0,3, 0,3 давайте поставим. Вот. И здесь анизотропию тоже где-то такую же. Вот. Я эти параметры никогда не выставляю четко, как-то там 20-30. Я их двигаю так довольно-таки рандомно. И в итоге, ну, чтобы получать отличный результат, отличающийся друг от друга результат. Запустил рендер и смотрим, чего у нас будет происходить. Основной эффект у нас появится где-то вот здесь, вот на бликующих элементах, вот здесь и так далее. Ну, понятное дело, что мы можем его увеличивать, уменьшая параметр апертуры, и получать большие такие круги. Но необходимости такой нету, мы не снимаем круги на чайнике, мы или на этой штуке, кофемолке, что это такое. Вот, мы делаем лишь небольшой эффект, который даст нам... Здесь нам нужно будет немножко дольше подождать, я специально наведу куда-нибудь сюда, чтобы он здесь быстрее просчитывался. Вот, ну, уже чуть-чуть видно, не очень большая картинка, всего 1000 пикселей на самом деле, но вот уже видно, что появились вот такие вот небольшие разводы. Вот, я думаю, что, ну, для того, чтобы более эффектно увидеть этот эффект, нам нужно отрендерить все-таки картинку большего размера, вот, тогда он будет более очевиден. Вот. Но в любом случае... еле-еле он читается, к сожалению, конечно, я думаю, что вам это не передается. Ну окей, ладно, в любом случае это не главная тема на сегодня, поэтому поехали дальше. Окей, мы сделали настройку для Progressive Image Sampler при использовании HDRI карты. Для финального рендера нам нужно будет поставить render time, ну, сколько мы можем позволить себе, там 30 минут, 20 минут, вне зависимости
вне зависимости от времени, вернее, в зависимости от времени, которое у нас есть. Например, если у нас есть 2 часа до сдачи заказчику, да, мы и 4 рендера, то мы ставим там на одном компе на batch рендер по 30 минут, вот, и он считается. Да, кстати, 30 минут это не совсем честное время, должен сразу сказать. Это время только самого просчета рендера. То есть сюда не входит просчет загрузка файла в оперативную память, сюда не входит light cache, сюда не входит irredance map, сюда не входит denoiser, который считает картинку после вашего рендера. Да, кстати, мы будем, давайте добавим denoiser, и я и про него чуть-чуть расскажу. Это тоже важная штуковина для 3-4 рендера. Окей. И что еще? Да, собственно говоря, все. Поехали дальше в плейны. Окей. Давайте выберем наш источник света, я его отключу вообще, вот, и теперь поставим, мне нужны источники света, Virtual Light, Plane, да, вот так. И смотрите, чего мы будем делать. Я на самом деле испробовал достаточно большое количество схем освещения, и те ребята, которые приходили ко мне на курс, когда бы то ни было, видели, что из курса в курс эти схемы меняются, у них видоизменяются и так далее. Это действительно так, это не потому, что я вредный, а потому, что я замечаю разные нюансы. Должен сказать, что я хожу на разные там курсы, тренинги и так далее, и в результате получаю абсолютно разный опыт и обращаю внимание на разные эффекты. Сейчас я должен заметить, что в последнее время я стал располагать источник света вот подобным образом. Если вы совсем новичок и только начинаете экспериментировать с источниками света, это именно та схема, которая вам нужна. Это именно это, то есть не тот дом, который я использовал до этого и показывал, а именно то, что я покажу сейчас, потому что дом будет для вас не очень управляемая система. Окей, обратите внимание, что я ставлю вот под таким углом. Для чего я это делаю? Для того, чтобы свет распространялся не так, как он распространяется в естественной среде. То есть не так сильно засвечен потолок, больше света на пол и больше света на мебель. Окей. На этом источнике света я настрою, собственно говоря, все. Я не буду менять температуру, мультиплеера оставлю тоже сам по себе. Самый важный параметр, который я обнаружил, это directional. В данном случае мы можем обратить внимание, что это такое. Если мы выберем selected или always, не имеет значения, мы увидим такой кружок. И что это значит? Это значит, что этот источник света лупит свет во все стороны. То есть прямо, направо, вот грубо говоря, угол обзора у него 180 градусов. Вот. В данном случае я поставлю этот угол где-то 0,5. Вот. В смысле вот так, 0,5. Вот. Обратите внимание, что этот кружок, он как бы сузился, да? Если мы поставим единицу, то он станет вообще вот таким вот квадратиком. Этот квадратик будет говорить нам, что свет лупит только вперед и все. Я поставлю где-то 0,5, я даже иногда ставлю 0,6, 0,7, то есть ничего страшного в этом нету. Для чего это нужно? Мы получим более контрастные тени. Вот. Окей. С этим понятно. И этот же источник света я копирую, можно даже инстансом, мне можно, вам я не рекомендую этим заниматься, особенно когда у вас слишком большое количество разных источников света. В данном случае это не самая большая проблема, вообще глобально это неправильно, конечно. Но в данном случае это не есть проблема, несмотря на то, что неправильно. Поэтому я позволю себе это сделать. Окей. Здесь я возьму инстанс. Почему я это делаю именно масштабированием? По одной простой причине. Потому что, чтобы источники света оставались инстансными. Если они будут останутся, я их разорву, то все параметры, которые я буду менять для всех отдельно. Окей. Вот примерно вот таким вот образом я устанавливаю значение мультиплеер и все остальное я
оставляю по умолчанию. Текст. Ну что ж, я думаю, что мы можем сделать первый тестовый рендер. Источники света мы отключили. Да, кстати, нам регион давайте отключим. Отключу регион, еще раз запущу рендер. Да, друзья, пока идет, мы запускаем рендер. Знаете вы, не знаете, год назад, прошлым летом, я проводил такой мастер-класс, который назывался «Предметная визуализация». Вот. И этот вебинар, к сожалению, сгорел, и записи его не появилось нигде, ни на RenderCamp, нигде бы то ни было еще. Меня это также расстроило, как и тех ребят, которые на нем присутствовали. И очень многие просили этот вебинар повторить. Я вижу, что уже пересвет, поэтому буду отключать. Поэтому я сделаю сейчас небольшое объявление о том, что в следующую среду, ровно через неделю, я проведу вебинар по предметной визуализации текст. Ну, давайте поставим где-то 15. Я думаю, этого в данном случае будет достаточно. Вот. И что еще? Ну, инвиз можно поставить, но это не принципиально, опять же таки, для нас. Ставим invisible. Ну, reflections нам надо оставить, пускай будет так. Вот. Вебинар с материалами. С материалами ничего не случилось, я его просто в доступ не давал. У меня было несколько вебинаров, которые я не выкладывал, потому что я хотел показать это именно тем ребятам, для которых это важно, и которые придут на сам вебинар. Вот. Выкладывать его в интернет, в свободный доступ я не очень хочу, не очень хотел, потому что у меня есть курс, на который каждый желающий может прийти и получить ту же самую информацию в большем развернутом формате. Вот. Да, окна в этой сцене содержат стекла и так далее, но я их в данный момент скрыл. Вот прям вот в данный момент. Вот. Но до этого вот HDRI мы рендерили с окнами, со стеклами вернее. Что теперь с солнцем и небом? Солнце и небо я скрыл, теперь их нету. Как я говорил, это несколько разная схема освещения. Дело в том, что HDRI имитирует весь купол с неба. Плейны в данном случае дают просто освещение, наподобие какого-то туманного дня, что ли, да? Просто вот такое свет атмосферы. Надо еще понижать это значение. Вернее, источники света, плейны, мощность на них. Давайте это сделаем. Давайте поставим, я не знаю, 3, 4, 5. Давайте выберем небольшой регион. Вот. Это, нет такого стабильного параметра, что надо выставлять вот мультиплеер вот таким. Это всегда необходимо подбирать, и для каждой сцены это весьма индивидуально, поэтому так. Вот. Вы спрашивали по поводу интерактив рендеринга. Самим по себе интерактив рендерингом я пользуюсь довольно-таки редко. Почему? Потому что, интерактив рендерингом на CPU. Вот. Но я очень активно последние полгода пользуюсь интерактив рендерингом на GPU. То есть
рендер видеокартой. Вот. Меня действительно очень привлекла эта затея. Это офигительный способ рендеринга. Рендерится картинка намного быстрее, в разы быстрее. Ну, то есть, эта видеокарта, она создана для того, чтобы рендерить. Вот. Как вы видите, рендер даже вот на данном этапе, можно обратить внимание, идет намного быстрее, да, вот припасы просто щелкаются один за одним, вот. Так что все замечательно. Мы не включали, по-моему, антиалиасинг, поэтому у нас здесь такая лесенка есть, но мы это добавим. Вот. Ну и глобально, конечно же, при работе с плейнами рендер мы получим намного быстрее. Рендер мы посчитаем, я думаю, что за 10 минут у нас будет уже готовый рендер. Окей. С пересветом мы избавились, разобрались. И теперь мне хочется добавить некоторое количество нюансов, эффектов и так далее. Что я сделаю? Давайте зайдем в настройки рендера, зайдем антиалиасинг. Вот, нам нужен image фильтр. Вот, здесь нам нужен image фильтр, и я выберу обыкновенный Area и поставлю здесь 1.6. Вот, этого будет достаточно, чтобы избавиться от таких штук. Вот, и теперь я включу такой параметр, как Glare эффект. Эти эффекты появились достаточно давно, но ими почему-то никто не пользуется, а зря. Результат просто великолепный. Давайте я возьму какой-то вот такой регион, где у нас есть какие-то блики, и отрендерю вместе с этим эффектом. Вот. Поэтому давайте попробуем отрендерить с ним. По поводу материалов, я думаю, что я повторю этот вебинар тоже за это лето. Точно пока сказать не могу. У меня пока по планам появилось 3 свободных недели. Вот это следующая и еще через одну, вернее, не недели, 3 свободных среды. Вот. И у меня все эти 3 среды я посвящу именно вебинарам открытым, которые, ну, по крайней мере, планирую выложить в свободный доступ. Вот в своем инстаграме я задавал вопрос, нужно ли проводить вебинар по поводу Progressive Image Sampler, и ребята мне ответили, да, что это нужная, очень интересная, важная тема, и поэтому, собственно говоря, мы его сегодня и проводим. Вот. По поводу предметного виза мне задавали вопросы целый год, и я понял, что тема важная, и она нигде особо так вот целиком, как мы провели занятия, не раскрыта, к сожалению, по непонятным для меня причинам, потому что информации много, она очень разрознена, разбросана по интернету, некоторой информации нету вообще, к сожалению, причем я не очень понимаю почему, потому что информация не является там особо секретной, она как бы, господи, это предметный виз, ничего страшного в нем нет. Вот. Третью тему я еще не придумал, честно скажу, но я думаю, что это будет что-то интересное, новое. Я подумывал по поводу GPU рендеринга, но понял, что это слишком объемная тема, ее я оставлю на курс. Вот. Вот какие-то детальные вещи, настройка чего-то, моделинг чего-то и так далее, весьма-весьма может быть. Вот. Должен также сказать, что в последнее время я намного чаще и активнее пользуюсь рендером при помощи DOM и HDRI карты. В результате получаю намного более интересный свет. Вот, собственно говоря, вот эта картинка была отрендерена при помощи HDRI карты. Это было намного
более здорово. Также давайте я вам, пока рендер идет, покажу. Вот сделали мы буквально сегодня вот такой вот рендер. Также рендерили его прогрессивом, также рендерили его при помощи HDRI карты, но здесь HDRI карта плюс Sun, плюс солнце. Вот. Ну и здесь довольно-таки много постобработки, ну по крайней мере весь вот это вот glow, это постобработка. Вот такая вот затея. Ну что ж, текст. Ну, с этим светом разобрались. Далее у нас будут эксперименты нюансные. Окей. Ух ты, мы немножко уже задержались. Ну, давайте сейчас буквально 5 минут и пойдем дальше. Вот. Да, кстати, обратите внимание, я выставлял glare эффект, и вот он сработал. Видите, такие вот блики. Вот у нас я выставлял блейдовый тип блика, ну, соответственно, у меня вот такие вот блики появились. Вот здесь вот чуть-чуть активнее, благодаря блику, стало заметно ну, блики на таких элементах и так далее. Вот у нас появились блики. Они очень активно будут видны на всяких объектах самосветящихся, наподобие нити накала внутри лампочек Эдисона. Вот у нас появились блики, то есть вот блик. Это, ну, правда, очень крутая эффектная затея. Картинка в итоге выглядит невероятно реалистично. На эту картинку мы потратили всего там около 3 минут. Вот, и она выглядит уже, ну, достаточно интересно. Понятное дело, что она шумит, но и за 3 минуты мы рендер со всеми материалами. Еще раз подчеркиваю, друзья мои, много источников света, displacement и все остальное. То есть, ну, правда, я мог бы отключить сейчас все эти нюансы и настроить рендер только этого ракурса, и он бы отрендерился весь финальный минут за 7. Вот. Но такой цели у меня не стоит. Стоит цель наоборот, показать настройку рендер с реальной сценой. Эта сцена отрендерится, я думаю, что этот ракурс минут за 20-25 будет чистеньким и уже хорошим. Вот. Ну, понятное дело, что 3 минут для хорошего денойзера будет недостаточно. Плоские части он отрендерил хорошо, вернее, почистил хорошо, но всякие вот такие моменты, понятное дело, что пока еще мало. Но, опять же, подчеркиваю, 3 минуты, ребят. Ну, то есть, надо хотя бы минут 10. Это ГПУ? Нет, конечно же, это ЦПУ. ГПУ мы будем изучать на курсе. Окей. Текст. Есть еще один нюанс по поводу денойзера. Вы сейчас увидите довольно-таки серьезную разницу. Выберем V-Ray Denoiser и зайдем в параметры пресета. Ну, здесь, например, выберем middle или что-нибудь еще. Вообще мы можем поставить custom и выбирать здесь параметры самостоятельно. Что здесь есть? Здесь есть параметр straight, то есть мощность, и радиус. В данном случае, ну, в принципе, наверное, 5 и есть то, что нужно. Straight это мощность. Ну, давайте поставим вот так. И нажмем update. То есть в реальном времени он сейчас обновляет эту картинку. Вот. И в результате еще одного прохода денойзера, вот что мы видим. Мы избавились от всех вот этих косяков. Понятное дело, что это не финальный рендер, это не финальная картинка. Но разница между тем, что было только что и что стало вот теперь, ну, она весьма заметна. У нас пропали все вот эти вот глюки, которые вот здесь вот были, да, такие пятна и так далее. И еще раз повторю, это 3 минуты. Вот. То есть не 30, не 10 и так далее. Вот. Что мы будем делать дальше? Я говорил о том, что у нас есть стандартные пресеты, которыми мы можем пользоваться по выбранным нюансам. Ну, в данном случае давайте используем Hue Saturation, может быть, ну, Color Balance в первую очередь, Highlight, ну, давайте поставим чуть-чуть теплее. Вот так. Shadows, наоборот, чуть-чуть холоднее.
Mid-tones чуть-чуть теплее и чуть-чуть, наверное, зеленого. С зеленым поработать надо бы. Вот. Окей. Также я замечаю, что этого glare эффекта сейчас слишком много. Я поставлю значение обычно где-то вот так 7.20 я ставлю. Size 7, weight 20. Но опять же таки, это не истина в последней инстанции. Это такой иногда рекомендация. Вот сейчас этого многовато. Давайте поставим 15, тоже много. 10. Здесь давайте 3. Вот так вот уже получше стало, то есть перестало мылить. Denoiser, да, конечно, Denoiser замыливает картинку, вернее, как замыливает? Он не замыливает картинку, он усредняет значение между соседними пикселями. В данном случае он усредняет значение между соседними 5 пикселями в рамках одной геометрии. Понятное дело, что в конечном итоге мы получаем текстуру, то есть сам объект более сглаженный. Вот. То есть если это текстура ковра, который должен быть побитый попиксельно, то ковер будет выглядеть некрасиво, это правда. Но и за чистый 3-минутный рендер, с одной стороны, да, мы получили замыленную картинку, с другой стороны, мы получили 3-минутный рендер. То есть, получить идеальную картинку за 3 минуты, увы, друзья мои, то есть чудес, правда, не бывает, нам нужно, где-то выбирать что-то среднее. Я так предполагаю, что технологии GPU рано или поздно дойдут до этого, но, наверное, надо чуть-чуть подождать. Текст. Еще мы можем здесь добавить, до того, как мы приступим к какой-то более-менее финальной постобработке, нам надо будет добавить какого-то контраста при помощи кривых. Я очень активно пользуюсь кривыми, мне очень нравится эффект, который я от них получаю. Будьте бдительны, пожалуйста, друзья мои, не рендерите, не добавляйте кривые слишком резко, то есть какая-то такая кривая, она не может существовать. Вернее как, для какого-то художественного эффекта может быть, но вы должны понимать, что например, лампа, да, она стала плоская, она перестала иметь объем какой бы то ни было. То есть кривые это такой достаточно интересный способ получения контраста. Я не могу сказать спасибо большое. Говорите, крутая картинка получилась. Да, картинка получилась неплохая, но используя те же самые настройки и поставив рендер на чуть-чуть подольше, мы получим эту картинку. То есть это та же самая картинка с точно такими же настройками, как мы с вами сейчас сделали, и постобработкой в фотошопе. Что еще хотел добавить в формате разговора о настройке рендера. Если мы сделаем рендер этого региона, мы обратим внимание, что даже на предыдущем рендере, давайте посмотрим, я отключу glare эффект, потому что он делает невозможным просмотр картинок. Так, это еще HDRI. Обратите внимание, здесь появились пятнышки. Глобально для того, чтобы избавиться от этих пятнышек, нам надо повысить настройки GI, усложнить их, то есть поставить, здесь уже medium. Но, как вы понимаете, это поднимет время рендера, поэтому мы можем немножко схитрить. Оставим их low, выберем этот кабель, правой кнопкой V-Ray Properties и отключим галочку Generate GI, что позволит отключить генерацию GI для этого объекта. То есть, грубо говоря, он получает освещение, но не отбрасывает. То есть, грубо говоря, фотон света прилетает на этот объект, ударяется об него и все. Дальше он никуда не летит. Это избавит нас от каких бы то ни было пятен на этом объекте. Я могу сделать сейчас небольшой такой тестовый кусочек, чтобы посмотреть и в этом убедиться.
Надо выйти из режима изоляции, секундочку. Окей, запускаем рендер еще раз. Как включить Glare эффект? Вот здесь вот последняя правая кнопочка внизу, и я включаю, вот он, Glare эффект, вот галочка On. Вот. Но ее нужно включать обязательно перед рендером, потому что если вы включите его после рендера, ничего не произойдет. Он вам скажет, вот как у меня сейчас красное поле, переделайте, пожалуйста, рендер. Glare еще зависит от наших лампочек. Да, Glare зависит от наших лампочек, это правда. Так, что же он считает? Может быть... Так, это не дело, давайте проверим. Я, может быть, не выключил Generate GI. Только показал. Или надо, наверное, в поле перевести дополнительный раз. Подождите, давайте разберем. Это все зааттачим. Давайте Ctrl-A. Ctrl-A. Переведем в Editable поле и зааттачим. Окей. Array Properties. Текст, давайте 0 здесь поставим. Текст, ну давайте что еще, наверное, отключим Shadows Effect. Да, вроде бы все. Ну давайте так проверим. Array Frame Buffer. И давайте запустим еще раз. Возможно ли Glare эффект сделать отдельным рендер элементом? Он рендерится, честно сказать, каким-то образом. То есть он присутствует впоследствии отдельным слоем вот здесь в списке. Но как им пользоваться, честно сказать, я до конца не разобрался. Потому что он не... Ну, вернее, как не разобрался. Не нашел способ применения. Потому что... он рендерит всю картинку и не показывает отдельно присутствующий блик. Вот черт. Отключил рендер elements. Ну, давайте глянем. Заодно давайте глянем на всю картинку сразу, посмотрим, как это выглядит. Вот. Отдельно, конечно же, сюда можно еще добавлять всякое солнце и нечто наподобие того. Давайте чуть-чуть добавим saturation. Ну так, чтобы поярче картинка выглядела. Ну вот так вот уже вкуснее. Вот. Вот так вот уже намного лучше. Окей. Ну, собственно говоря, пожалуй, на тему прогрессив рендеринга и того, что я хотел сегодня рассказать, пожалуй, наверное, все. Вот. И теперь давайте я отвечу на ваши вопросы, если у вас такие имеются на данный момент, и будем завершаться. Да, друзья мои, как я говорил, приглашаю вас на курс, на большой курс по интерьерной визуализации, вернее, визуализации интерьера. И я должен немножко рассказать, что это будет не просто курс, не такой, как обычно. Я в него добавил две важные штуковины. Я в него добавил GPU рендеринг, и это будет первый и, наверное, пока единственный. Вряд ли я это буду в ближайшее время повторять, потому что это эмоционально довольно-таки изнемождает
Вот. Я буду рассказывать о дизайне. Я буду рассказывать и показывать свою собственную схему построения дизайна. Вы, наверное, обращали внимание, что на предыдущих лендингах, которые приглашали в ваш курс, я всегда выкладывал рендеры проекта, по которому мы будем заниматься. В данном случае я их не выкладывал. В данном случае вы можете найти на сайте RenderCamp вот, только, ну, пожалуй, одну картинку, вот, которую вы сегодня видели. Я ее просто для красоты разместил. Это никак не связано с нашим дизайном. Мы с вами будем проектировать дизайн, проектировать интерьер в стиле лофт. Ссылку на эту страничку я вам сбросил только что в чат. Чем будет этот курс отличаться от любых других? Здесь мы будем активно заниматься дизайном. Я буду рассказывать, показывать и объяснять, как именно приходить к рендеру, классному рендеру, то, с чего я сегодня начинал. Помните, я сказал не только настройки рендера, а в первую очередь дизайн. Так вот, я буду рассказывать именно о дизайне. Мы будем очень много разговаривать о том, что такое лофт. И еще одна причина, почему я выбрал именно лофт. Потому что в лофте много для нас будет моделинга, причем нелинейного моделинга. Что это значит? Разные сколы на бетоне, разные всякие там доски, арматура, болты, ржавчина, ну, если это уже касается материалов, там, моделинг стеганых и обыкновенной, ну, более простой геометрии, мягкой мебели и корпусной мебели. Все это будет в этом курсе, это действительно будет очень круто. Мало того, рендерить мы это все будем двумя виреями. Рендерить это мы будем виреем 3 и 4, как сегодня, для того, чтобы получать CPU рендеринг. И мы будем рендерить отдельно 3 и 5 виреем, для того, чтобы рендерить GPU рендерингом. Почему именно 3.5? Ведь в 3.4 также есть эта функция. В этом Vray 3.4, которым мы сейчас пользуемся, есть функция рендеринга GPU. Почему мы будем рендерить 3.5? В 3.5 добавили офигеннейшую функцию оптимизации работы с оперативной памятью. В чем проблема рендера GPU? В том, что на наших видеокартах нету, ну, вернее, маленький объем оперативной памяти по сравнению с просто компом, да. Вот у меня на компьютере 32, по-моему, гигабайта или 64, точно не помню, ну, оперативной памяти. Вот, это много. То есть этого достаточно, чтобы рендерить много миллионов, несколько сотен миллионов полигонов. Вот. К сожалению, такой возможности при рендере видеокартой нет. Вот на моей видеокарте всего 4 гигабайта оперативной памяти. Это говорит о том, что я могу загрузить намного меньше полигонов. Это говорит о том, что я могу отрендерить намного меньше текстур, намного меньше всего остального. В версии 3.5 ребята из House Group разработали офигенную систему оптимизации работы с оперативной памятью. То, что рендерилось раньше, там требовалось при рендеринге там 2500 мегабайт рендера. Сейчас будет у вас требовать там 300-400 мегабайт рендера. То есть у нас появляется возможность отрендерить картинки с полигонажем, ну, годным для интерьерного виза. Вот моя видеокарта 4 гигабайта оперативной памяти будет способна отрендерить при помощи видеокарты GPU
реальный интерьер. Это самая крутая вообще затея, которой мы будем пользоваться. Вот. Почему GPU и что такое GPU, почему он круче? Во-первых, это абсолютно физически корректный рендер. Это единственный, наверное, по правде физически корректный рендер, потому что он просчитывается так, как светят естественные источники света, а не имитирует их. Все рендеры, которые существуют нет, неправильно сказать на данный момент, конечно же нет, есть специальные GPU рендеры, но они не имеют такой оптимизации. Это, например, Maxwell, это, например, кто-то здесь писал, как же он называется, F-Storm, да, вот, F-Storm, крутой рендер, потом что еще есть? Есть буквально еще там 2-3 серьезных парня, но они требуют достаточно больших сложностей. V-Ray же оптимизировал эту систему, и мы можем, имея возможность настраивать рендер, настраивая материалы, настраивать источники света, сцену, вообще все привычным образом, мы имеем возможность получать абсолютно физически корректный рендер, и при этом, да, Octane, и при этом будем его получать за минуты. Вот. Я делал тесты на GPU, в результате у меня получалось получить финальный рендер меньше, чем за 10 минут при полной нагрузке сцены. Вот. При том, что рендер физкорректный, с абсолютно всеми тенями, бликами, переходами, чистый, красивый, замечательный. И при этом работает все render elements, при этом работают все денойзеры, при этом мы можем считать анимацию и все остальное. Вот. Это только для V-Ray 3.5. Да. Где достать V-Ray 3.5, вы можете зайти на официальный сайт House Group и скачать пробную версию на 30 дней. И в течение 30 дней вы можете пользоваться. Если те ребята из вас, кто пойдут на курс, я рекомендую использовать эти 30 дней не с сегодняшнего дня, а скачать их непосредственно перед курсом, потому что вам действительно это понадобится и вам это понравится, вы захотите этим пользоваться. V-Ray официальный сейчас стоит $80 в месяц, поэтому далеко не каждый может его себе позволить. Полная лицензия на V-Ray стоит почти $1000, поэтому это не так-то и просто для большинства из нас, поэтому я рекомендую пользоваться вот этой вот самой студенческой 30-дневной тестовой версией. И да, друзья, еще один важный нюанс. На грядущий курс всем вам доступен промокод. Вы знаете, вы были уже на этой странице, вы видели, что на этой странице мы обновили вообще весь сайт и добавили много новых удобных штуковин. Так вот, сейчас на данный момент курс стоит $430. Вот давайте я сделаю так, чтобы всем было удобно и понятно. Вот таким вот образом. Да, кстати, немножко порекламирую функционал, который мы добавили. Обратите внимание, что у нас появилось достаточно большое количество внутренних функций, и вы здесь можете указывать, например, страну, где вы находитесь. Почему это хорошо? Потому что когда вы будете переходить на какие-то другие страницы, например, на сайт, на страничку курса, у вас будет меняться, например, валюта, да? То есть валюта будет меняться относительно той страны, в которой вы находитесь. Это невероятно удобно. Вот. Итак, вам с сегодняшнего дня доступен до выходных, до воскресенья, вам доступен вот такой вот промокод. При использовании этого кода вы сможете купить этот курс, принять в нем участие вот за вот такую вот
сумму. Это эквивалентно $225. В рублях это 12 800. В гривнах это 5850. Другие валюты я не указывал для данного курса. Вот. Это действует только 2 дня, ну чуть-чуть больше, чем двое суток, чуть-чуть больше, чем 48 часов, примерно 50 часов это будет работать. Если у вас есть желание и настроение прокачаться и получить мощный заряд знаний, you're welcome, ребята. Текс. Что еще я вам хотел сказать? Да, пожалуй, наверное, все. Единственное, что мы также добавили функцию индивидуальных занятий. Если вас это интересует, обращайтесь ко мне уже лично, я буду лично вам рассказывать, что будет входить в пакет Individual, который основной ценностью этого курса является непосредственно индивидуальная работа лично с вами, лично с вашим проектом, в результате которого вы будете получать крутой проект вот такого уровня. Вот где-то здесь у меня, я уже позакрывал, к сожалению, картинки, но я думаю, что вы обратили внимание на то, что я сегодня показывал. Я про архитектурную визуализацию. Окей, друзья мои, спасибо всем большое за внимание, надеюсь, вам понравилось. Буду рад, если вы будете писать где-то отзывы об этом. Буду рад, если вы будете писать мне лично, чего бы вам хотелось еще посмотреть, узнать на тему, чего бы мне показать еще мастер-класс. Спасибо вам большое за внимание. Встретимся мы с вами в следующую среду. Я проведу еще один открытый мастер-класс на тему предметной визуализации. Приходите, пожалуйста. Приглашения будут разосланы либо завтра, либо послезавтра. В доступе он будет уже завтра стопудово. Вот, вы сможете на него записаться и, соответственно, прийти поучаствовать. На этом все. Спасибо большое за внимание. Ждите запись вебинара и до скорых встреч. Чао, какао. Пока.